Всем привет! Предлагаю связать сегодня со мной вот такую вот игрушку-коровку. Она у нас в сарафанчике, который снимается у нее сзади на пуговках, таким хвостиком. Рост у нее вместе с рожками 23 сантиметра. Вязала я ее из пряжи Alize Cotton Gold в 100 граммах 330 метров, колор 0,1, 55% хлопка, 45% акрила. Но ее можно вполне заменить пряжей Yarn Art Jeans. Мордочку вязала, вот у меня остатки такие Yarn Art Jeans. Так. Это вот тоже 55% хлопок, 45% акрил, 160 метров, 50 грамм. Это колор 18 цвет. Затем тут вот тоже остаточки у меня остались вот здесь вот для рожек и для вот этих ножек, ручек. Это Yarn Art Jeans 66 номер. И для шортиков я использовала вот такой вот номер 20. Все номера я оставлю под видео. Также понадобится ирис для вышивки бровей и ресничек. Глазки. Можно использовать глазки на безопасном креплении. Я буду использовать вот такие глазки на петельке диаметром 10 миллиметров. Также понадобится 2 пуговички для сарафанчика, маленькие, и какие-нибудь украшения. У меня такие вот просто такие цветочки. Вот здесь вот на сарафанчике я приклеила их клеем. Вязала я ее крючком 2 миллиметра, и сарафанчик, и саму игрушку крючком 2 миллиметра. Также понадобятся иголочки различной длины, холофайбер для наполнения, можно синтепух, без разницы что. Для сарафанчика я использовала вот такую пряжу блестящее лето, 380 грамм на 100 метров, пряжи фирмы Пехорка. Так, тут вот 95% хлопок, 5% метонит. Ну, ее вполне можно заменить там Alize Bella, что там подходит, детский хлопок. В общем, любой такой примерно подходящий по такой вот нити по длине. Вот. Ну, в принципе, это все материалы, которые понадобятся для вязания такой игрушечки. Давайте приступим к вязанию. Вяжем ножки. Делаем кольцо амигуруми. Первую закрепительную петлю. И в колечко провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Колечко затягиваем. Второй ряд. В каждую петельку провязываем по 2 столбика. Нужно сделать 6 прибавок. В первую петлю 2 столбика, во вторую, и в шестую. Втягиваем. Теперь возьмем маркер для определения начала ряда. Третий ряд провязываем 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Так провязать нужно 6 раз. Столбик, в следующую петлю прибавка. В конце ряда у нас получится 18 столбиков.
Так, теперь нужно нам провязать 4 ряда в круг по 18 столбиков. Это 4, 5, 6 и 7 ряд по 18 петель. Так, провязали 7 рядов. Теперь нам нужно сменить ниточку на цвет тела. Для этого провязываем еще один столбик без накида и в следующую петлю делаем соединительный столбик. Одну закрепительную петлю, ниточку обрезаем. Так. Берем ниточку цвета тела, делаем одну закрепительную петлю. И вот здесь мы делали соединительный столбик, и вправо один столбик, в него начинаем провязывать петли, столбики без накида. Также по кругу провязываем 18 столбиков без накида. Вот я провязала 18 столбиков, и таких рядов молочного цвета нам нужно провязать 9 рядов с 8 по 16 ряд. Вяжем 9 рядов молочного цвета. Вот я провязала 9 рядов молочного цвета. Теперь нам нужно перейти на цвет таких вот шортиков. Вот как я вот здесь вот вязала. Берем ниточку. В этот раз у меня немножко другой цвет будет. Так, для этого провязываем еще один столбик без накида. В следующую петлю делаем соединительный столбик, закрепляем, ниточку обрезаем. Берем эту ниточку, делаем закрепительную петлю и также вот здесь вот отступаем от того, который столбик был соединительный, вправо отступаем одну петельку и с нее провязываем 18 столбиков без накида. И так нужно провязать 2 таких ряда по 18 столбиков. Так, вот я связала 2 ряда. Теперь в следующую петлю делаем соединительный столбик, закрепляем и на первой ножке ниточку обрезаем. Наполняем ножку наполнителем. Теперь нужно связать вторую, точно такую же ножку, только на второй ножке ниточку не обрезать. Вот я связала вторую такую же точно ножку. Теперь что нам нужно их соединить? Что мы будем делать? Смотрите. Находим вот это вот место соединения, где мы меняли цвет ниточки. Так вот оно немножко видно, как вот переход идет, да? И смотрим, чтобы оно было вот так вот сзади ножки нашей. А нам надо соединить вот так вот сбоку. До вот этой вот серединки надо довязать. У каждого может разное быть количество петель. Я вот сейчас посмотрю, у меня это где-то, наверное, 3 или 4 петли. 1, 2, 3, 4. Потом в следующую петлю я делаю соединительный столбик. Затем провязываю 1, 2, 3 воздушные петли. Беру вторую ножку и точно так же смотрю. Вот этот переход на другой цвет. Вот здесь вот видите ровно. А вот здесь вот видно, что переход был. Тоже вот так вот сзади оставляем. Вот так вот сгибаем. Смотрим, где серединка примерно. И в нее делаем соединительный столбик. Все, соединили. Мне немножко не так сейчас. Так вот, чтобы. Соединительный. Все, теперь берем маркер и отмечаем начало ряда. Вяжем по вот этой ножке 18 столбиков со следующей петли начиная.
провязываем 18 столбиков без накида. Провязали 18 столбиков. Теперь смотрим вот эта цепочка, чтобы она была не перекрученная. Расправляем. И провязываем по ней 3 столбика. 1, 2, 3. Теперь, начиная не с вот этой вот петли, куда был соединительный столбик, а со следующей петли начиная, также по этой ножке теперь провязываем 18 столбиков. Провязали по ножке 18 столбиков. Теперь с этой стороны цепочки также провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Все. Первый ряд туловища провязан. Так, в конце вот первого ряда у нас получилось 42 петли. Теперь нам нужно 5 рядов провязать ровно по 42 столбика без накида в каждом ряду. Это 2, 3, 4, 5 и 6 ряд по 42 столбика без накида. Вяжем. Вот я провязала 5 рядов со 2 по 6 ряд. Теперь вяжем 7 ряд. Еще добавила наполнителя в ножки. Так, провязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее будем делать убавку. Смотрите, вот так вот тоже сделайте вот так по бокам, чтобы убавки всегда были по бокам. Убавку делаем за передние стеночки. Первую берем переднюю стеночку, вторую и провязываем столбик без накида. Далее провязываем ровно 19 столбиков. 2, 19. Далее также сбоку делаем убавочку и довязываем до конца ряда 10 столбиков. 1, 2 и 10. Все, у нас получилось в круг 40 петель. 8 ряд. Провязываем 8 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем делаем убавку. Далее провязываем 18 столбиков. 2, 18. Далее убавка. И довязываем до конца 10 столбиков. В конце 10-й столбик, когда будем провязывать, будем менять ниточку. Провязываем не до конца столбик, протягиваем ниточку, берем основной цвет и завершаем вязание 10-го столбика. Затем вот эту ниточку обрезаем, потом там их свяжем. Так. И провязываем 9-й ряд, 38 столбиков без накида, уже этим цветом. 38. 10-й ряд. Провязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее делаем убавку. Семнадцать столбиков ровно. 17. Далее убавка. И довязываем до конца ряда 9 столбиков. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь 11 ряд мы провязываем в круг ровно 36 столбиков. 12 ряд. 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Убавка. 16 столбиков. 16. Убавка. И довязываем до конца ряда 8 столбиков. Далее 13 ряд провязываем ровно 34 столбика без накида. Провязали 13 ряд, нужно еще немного донаполнить игрушку наполнителем. Наполняю я довольно плотно игрушку, особенно вот здесь вот в этих местах, чтобы они вот так вот потом не сгибались, ножки. Надо довольно плотненько прям наполнять. Так, и вяжем 14 ряд. Восемь столбиков. 1, 2, убавка. 15 столбиков. 15. Далее убавка. И до конца ряда у нас остается еще 7 столбиков. Затем 15 ряд провязываем в круг 32 столбика без накида. 16 ряд. 8 столбиков. 8, убавка. 14 столбиков. 14, убавка. И довязываем до конца ряда 6 столбиков. 6. Далее 17 ряд провязываем ровно 30 столбиков без накида. Не забываем в ходе вязания добавлять наполнитель. 18 ряд. 8 столбиков. 1, убавка. 13 столбиков. 13, убавка. И довязываем до конца 5 столбиков.
19 ряд. Вяжем по кругу 28 столбиков ровно. 20 ряд. 8 столбиков. Убавка. Двенадцать столбиков. 12. Убавка. До конца ряда остается 4 столбика. 21 ряд. Вяжем ровно 26 столбиков по кругу. 22 ряд. 8 столбиков. 8. Убавка. 11 столбиков. 11. Убавка. Довязываем до конца ряда 3 столбика. 23 ряд. Провязываем 6 убавок будет. Провязываем 2 столбика ровно, затем убавка. Итак, нужно повторить 6 раз. 2 столбика, убавка. Вяжем так до конца ряда. Так, у нас получилось 18 столбиков. Теперь 3 ряда нужно провязать по 18 столбиков. 24, 25 и 26 ряд по 18 столбиков без накида. Провязали 3 ряда по 18 столбиков. И я всегда заканчиваю вязание тела в середине, чтобы удобнее было пришивать голову. Мне так удобно. Поэтому я довязываю до середины. У меня еще это получится 1, 2, 3 столбика. Следующий делаю соединительный столбик и ниточку обрезаю, оставив длинный конец для пришивания головы. Все. Также нужно до конца наполнить все плотненько. Потом, когда будем пришивать голову, мы в шею еще добавим наполнителя. Все, на этом вязание тела у нашего закончено. Вяжем голову. Делаем скользящую петлю, закрепляем и в колечко провязываем 6 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6. Затягиваем колечко. Затем в каждую петлю нужно провязать по 2 столбика без накида. 6 раз. В конце ряда у нас получится 12 столбиков. Третий ряд. Провязываем 1 столбик, во вторую петлю делаем прибавку. Так вяжем до конца ряда. 1 столбик прибавка. В конце ряда у нас получится 18 столбиков. Четвертый ряд. Провязываем 2 столбика, в третью петлю прибавка. Так вяжем до конца ряда. 2 столбика прибавка. В конце ряда у нас получится 24 петли. Пятый ряд. Провязываем 3 столбика ровно, в четвертую петлю делаем прибавку. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас получится 30 петель. Шестой ряд. Провязываем 4 столбика, 4, в пятую петлю делаем прибавку. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас получится 36 петель. Седьмой ряд. Провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. В
в 6-ю петлю делаем прибавку. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас будет 42 столбика. 8-й ряд. Провязываем 6 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6. В 7-ю петлю делаем прибавку. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас получится 48 петель. 9-й ряд. Провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 8-ю петлю делаем прибавку. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас будет 54 петли. 10-й ряд. Провязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В 9-ю петлю делаем прибавку. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас будет 60 петель. Так, теперь нам нужно 3 ряда провязать по 60 столбиков по кругу. Это 11, 12 и 13 ряд по 60 петель. 14 ряд. В этом ряду будем формировать отверстия для глазок. Провязываем 26 столбиков ровно. 1, 2, 3, 26. Затем делаем одну воздушную петлю. Одну петлю пропускаем. Со второй петли провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Затем опять делаем воздушную петлю. Одну пропускаем. И со второй петли начинаем провязывать столбики. До конца ряда еще нам нужно будет провязать 27 столбиков. Все, провязали. Теперь нам нужно еще 6 рядов провязать ровно по 60 столбиков. С 15 по 20 ряд вяжем по 60 столбиков по кругу. Все, провязали 20 ряд. Теперь, если у вас глазки на безопасном креплении, можно их сейчас прикрепить, закрепить. У меня будут глазки на петельке пришивные, поэтому я их буду пришивать, когда уже пришью голову к телу. 21 ряд. Провязываем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее делаем убавку. Итак, провязываем до конца ряда 8 столбиков убавка. В конце ряда у нас получится 54 петли. 22 ряд. Провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем провязываем убавку за передние стенки. Так вяжем до конца ряда 7 столбиков убавка. В конце ряда у нас будет 48 петель. 23 ряд. Провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее делаем убавку. Так вяжем до конца ряда 6 столбиков убавка. В конце ряда у нас получится 42 петли. 24 ряд. Провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Далее делаем убавку. Так вяжем до конца ряда 5 столбиков убавка. В конце ряда у нас получится 36 петель. 25 ряд. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и делаем убавку. Так вяжем до конца ряда 4 столбика убавка. В конце ряда у нас получится 30 петель. 26 ряд. 3 столбика. 1, 2, 3. Далее делаем убавку. Так вяжем до конца ряда 3 столбика убавка. В конце ряда у нас получится 24 петли. Так, теперь нужно наполнить голову наполнителем.
Я беру часть наполнителя и сначала распределяю по бокам. Вот так вот. Чтобы был потом ровный круг формировался. Сначала по бокам, затем постепенно еще наполняю. Вот так вот в бока. И потом, когда уже бока будут наполнены, тогда наполняю уже середину. Голову тоже довольно плотно всегда наполняю, чтобы она держалась хорошо, красиво смотрелась. Все. Наполняем. Теперь провязываем заключительный 27 ряд. Вяжем 2 столбика и убавка. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас будет 18 столбиков по кругу. Все, я провязала до конца ряда, наполнила еще голову наполнителем. Теперь я смотрю приблизительно, где у меня середина будет сзади головы, чтобы также пришить, как вот середину на теле я делала, чтобы середина к середине было. Это у меня получается, что я провязываю еще 1 столбик и в следующий столбик делаю соединительную петлю, закрепляю и ниточку эту обрезаю. Я буду пришивать ниткой от тела голову. Все, голова готова. Свяжем мордочку. Я буду вязать такой бледно-розовой ниточкой. Делаем кольцо амигуруми. Закрепляем петельку и в кольцо провязываем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем колечко. Теперь в каждую петлю нужно провязать по 2 столбика, сделать 6 прибавок. В первую петлю 2 столбика, во вторую и так 6 раз. И в конце второго ряда у нас будет 12 петель. Третий ряд. Берем маркер. Вяжем 2 столбика ровно. Затем подряд 3 прибавки. В первую петлю 2 столбика, во вторую 2 столбика и в третью 2 столбика. Дальше провязываем 3 столбика ровно. 1, 2, 3. Затем опять делаем 3 прибавки. В первую петлю 2 столбика, во вторую петлю 2 столбика и в третью петлю 2 столбика. И остается до конца ряда у нас еще 1 петля. У нас получилось 18 столбиков. Четвертый ряд. Провязываем 2 столбика ровно. Затем делаем 3 раза подряд 3 прибавки. Вяжем столбик без накида, во вторую петлю прибавка. 1 раз. Затем столбик без накида, во вторую петлю прибавка. 2 раза. И третий раз столбик без накида, прибавка. Затем провязываем 3 петли ровно. 1, 2, 3. И опять также точно 3 раза провязываем столбик без накида, прибавка. Следующую. 1 раз. Опять столбик без накида, прибавка. И третий раз столбик без накида, в следующую петлю прибавка. 3 раза. И остается опять 1 столбик до конца ряда. Все, у нас получилось 24 петли. Пятый ряд. Провязываем 2 столбика ровно. Затем опять на закругление делаем 3 прибавки. Провязываем 2 столбика ровно, в третью петлю прибавка. И так 3 раза. 2 столбика, в третью петлю прибавка.
Второй раз 2 столбика, прибавка. И третий раз 2 столбика, прибавка. Затем провязываем 3 столбика ровно, 1, 2, 3. И опять повторяем 3 раза прибавки. 2 столбика в третью петлю, прибавка. 2 столбика в третью петлю, прибавка. И третий раз 2 столбика, прибавка. И до конца ряда остается 1 петля. Вот такой вот овал вырисовывается у нас. В конце этого ряда у нас получается 30 петель. И еще один ряд с прибавками провяжем. 6-й ряд. Провязываем 2 столбика. На закруглении делаем 3 прибавки через 3 петли. Провязываем ровно 3 столбика в 4-ю петлю, прибавка. 1 раз. Опять 3 столбика, прибавка. Второй раз. И 3 столбика, прибавка. Третий раз. Далее провязываем 3 столбика ровно. 1, 2, 3. И опять делаем 3 прибавки. Провязываем 3 столбика ровно. В 4-ю петлю, прибавка. 1 раз. 3 столбика ровно. 4-ю, прибавка. 2 раза. И третий раз 3 столбика, прибавка. И еще 1 петля до конца ряда. В конце этого ряда у нас получилось 36 петель. Теперь 3 ряда нужно провязать по 36 петель. Это 7, 8 и 9 ряд. Провязываем по 36 петель. Провязали 9 рядов. Затем я делаю еще 1 столбик без накида для смещения. И в следующую петлю делаю соединительный столбик. Затем оставляю длинный конец для пришивания мордочки. Ниточку обрезаю. Все. Свяжем рожки. Делаем колечко скользящее. Закрепляем петлю. Провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. Теперь вот сейчас, конечно, не очень удобно будет, но надо провязать 6 столбиков по вот этим петлям. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так подтянуть и вывернуть вот так вот. Можно чем-нибудь вот так вот в серединку. Вот. Так вот получается. Так, теперь 3-й ряд. Провязываем. Я поставлю маркер, потому что здесь так плохо все видно. Провязываем в 1-ю петлю прибавку 2 столбика без накида. И далее провязываем просто ровно 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. Так, следующий ряд провязываем без изменений 7 столбиков.
Пятый ряд провязываем в первую петлю прибавку. И дальше 6 столбиков ровно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И шестой ряд провязываем ровно 8 столбиков по кругу. Провязали 8 столбиков. В следующую петлю делаем соединительный столбик. Оставляем ниточку для пришивания и обрезаем. Все. Нужно связать еще одну такую же рожку. Вяжем ушки. Делаем скользящую петлю. Закрепляем. В кольцо провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. Во втором ряду нужно провязать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем и выворачиваем. Так. Третий ряд провязываем 1 столбик прибавка 3 раза. Один столбик, далее прибавка 1 раз, затем столбик прибавка 2 раза, столбик прибавка 3 раза. У нас получилось 9 петель. Четвертый ряд провязываем 2 столбика в третью петлю прибавка. Так нужно провязать 3 раза. 2 столбика прибавка. Пятый ряд провязываем 3 столбика, четвертую петлю прибавка. Так надо провязать 3 раза до конца ряда, еще 2 раза. Шестой ряд провязываем 4 столбика, в пятую петлю прибавка. Всего в этом ряду так нужно провязать 3 раза. В конце ряда у нас будет 18 столбиков. Теперь нужно провязать 4 ряда по 18 столбиков. Вяжем 7, 8, 9 и 10 ряд по 18 петель. Теперь нам нужно соединить края ушка. Берем следующую петельку за обе стенки и с той стороны тоже за обе стенки следующую петлю. Затем вот так вот разворачиваем ушко и цепляем здесь вот крайнюю петлю. Делаем, провязываем столбик без накида. Далее прокалываем вторую, следующую петлю за все вот эти вот 4 стенки. И с этой стороны тоже следующую петлю. Все стеночки прокалываем. 2. Далее с этой стороны и с той стороны. Вот так вот. 3. И 4-й столбик. Тоже полностью прокалываем все. Все.
Теперь оставляем кончик для пришивания, ниточку обрезаем. Все, ушко готово. Теперь нужно связать еще одно точно такое же ушко. Вяжем ручки. Делаем скользящую петлю, закрепительную петельку и в кольцо провязываем 6 столбиков без накида. 4, 5, 6. Затягиваем колечко. Второй ряд в каждую петлю провязываем по 2 столбика без накида. Первую, во вторую, третью, четвертую, пятую и шестую петлю. У нас получилось 12 столбиков. Берем маркер, вяжем третий ряд. 2 столбика, прибавка. 2 и прибавка. Так нужно провязать 4 раза. 2 столбика ровно, в третью петлю прибавка. Еще 2 раза так надо провязать. В конце третьего ряда у нас получилось 16 столбиков без накида. Теперь четвертый ряд нужно провязать 16 столбиков ровно. В пятом ряду будем менять цвет. Для этого провязываем еще 1 столбик без накида. В следующую петлю делаем соединительную, закрепляем, ниточку обрезаем. Берем основной цвет, делаем закрепительную петлю. Справа от соединительного столбика петельку начинаем провязывать и провязываем также по кругу 16 столбиков без накида. Шестой ряд. Провязываем убавку, затем 14 столбиков без накида. 2 и 14. Затем, так, это какой у нас ряд будет? Седьмой ряд провязываем 15 столбиков ровно. Восьмой ряд. В начале ряда провязываем убавку, затем 13 столбиков ровно. 1, 2, 13. Девятый ряд провязываем 14 столбиков ровно. Провязали ряд, постепенно добавляем наполнитель в ручку, вяжем 10 ряд. В начале ряда убавка, затем 12 столбиков ровно. 12 и 11 ряд провязываем 13 столбиков ровно. 12 ряд. Убавка и 11 столбиков ровно. 1, 2, 11. Теперь у нас получилось в круг 12 столбиков. Теперь нам нужно 12 рядов провязать по 12 столбиков без накида. Вяжем с 13 по 24 ряд по 12 столбиков без накида. Провязали 24 ряд, наполнили ручку до конца. Теперь нужно сделать 6 убавок. За передние стенки делаем убавки. 1, 2, 3, 4, 5, 6 убавок.
Теперь ниточку обрезаем, вытягиваем. Нужно еще добавить наполнителя немного. Так, теперь нужно одеть иголочку в ниточку, вот так вот, и стянуть отверстие, собрав петельки. Берем за передние стенки, собираем 1, 2, только за передние, 3, 4, 5 и 6. Стягиваем отверстие. Теперь вот так вот в серединку продеваем, где-нибудь выводим, подтягиваем, ниточку обрезаем. Все. Теперь нужно связать еще одну точно такую же ручку. Вот я связала вторую точно такую же ручку. Все, ручки готовы. Так, теперь давайте пришьем голову к телу. Я вставляю иголочку в ниточку от тела, беру голову, смотрю вот так вот по глазкам, приставляю вот так вот, чтобы было ровненько. Держу, поворачиваю и смотрим. Так вот у меня и получилось, что здесь серединка и здесь, где середина я заканчиваю. И начинаю пришивать. Одну петлю зацепляю вот так на голове и одну петельку вот так на теле. Затем опять одну петлю на голове и одну петельку на теле. И так пришиваю по всему кругу. Сначала я сильно не затягиваю, просто вот так шью, туда петельку, одну петельку на голове, одну на теле, потом 3-4 петельки прошиваю, и тогда вот так аккуратненько беру и подтягиваю, и оно вот так вот хорошо затягивается. Все, пришиваем по кругу. Теперь смотрите, когда остается небольшое отверстие еще не сшитое, нужно обязательно добавить наполнителя в шею. Сначала я добавляю вот так вот в голову наверх. И затем в шею. Чтобы голова хорошо держалась, чтобы она не болталась, шея должна быть очень хорошо наполнена. Везде, прям по всему периметру. Так, так. Сюда. Так вот, все. Плотненько наполняем и тогда уже до конца дошиваем. Все, я дошила до конца. Теперь здесь можно сделать закрепительную петлю, узелок, затянуть аккуратненько все и ниточку убрать либо в голову, либо в тело, без разницы. Так вот. И обрезать. Все, голова пришита. Я в этот раз, чтобы не затягивать видео, не буду показывать, как я пришиваю глазки на таких петельках. Я очень подробно это показала в мастер-классе по вязанию обезьянки. Я оставлю вот здесь вот ссылочку на этот мастер-класс. И там на 63-й минуте
вы можете посмотреть, как я пришиваю точно такие же глазки, только коричневые там, а так они точно такие же. Единственное отличие, что я на обезьянке ниточки выводила в шею спереди головы, а на коровке вот здесь вот сзади. Но это не имеет значения, где выводить, где вам больше нравится. Просто я так решила в этот раз сзади вывести. И не делала особо утяжку, как на обезьянке сильно, а так чуть-чуть слегка просто затянула, привязала ниточки и спрятала внутри головы. И также там сразу после пришивания глазок, точно так же я вышивала реснички, как в том мастер-классе, и брови. Все это можно будет посмотреть в этом видео на 63-й минуте. Теперь будем пришивать мордочку. Я отступаю от шеи 2 ряда. 1, 2. И между вторым и третьим рядом так вот прикалываю мордочку. Здесь сверху так вот под глазами тоже ставлю иголочку. И вот здесь вот по краям тоже прикалываю. И надо обязательно будет посмотреть, чтобы оно было одинаково вот так вот. Чтобы все было ровненько. Все, беру иголочку, вставляю в нитку и начинаю пришивать. Беру одну петлю на голове, так вот. И снизу вот так вот одну петлю подцепляю на мордочке. Можно и сверху брать, кому как удобно, но мне так удобнее. И потом опять следующую петлю так вот на голове. И следующую петлю на мордочке. И все, и вот так вот по всему кругу пришиваю. Затем, когда останется здесь небольшое отверстие, не зашитое еще, нужно обязательно будет плотно наполнить наполнителем и зашить до конца. Вот у меня осталось еще отверстие не зашитое, и я наполняю еще наполнителем полностью, прям вот так вот до конца везде, чтобы и с той стороны было одинаково наверх. Так вот можно палочкой или тупыми ножницами распределяем. Полностью. Так. Вот. И теперь до конца уже буду зашивать. Вот я пришила мордочку и отметила иголочками места, где будут ноздри вышиваться. Вот примерно вот так вот посерединке смотрю. Вот средняя петля, от нее отсчитываю одну и во вторую ставлю. И здесь тоже так же одну отсчитываю, во вторую ставлю. И здесь вторая иголочка будет через одну дырочку, через одно отверстие. Здесь также. Теперь беру где-нибудь снизу, вывожу здесь в первой иголочке. Затем во вторую и с этой стороны. Затем вот в это отверстие и вывожу точно в том же месте, куда вводили иголочку. Точно в это же отверстие. Так,
Все. Теперь здесь завязываю. Отрезаю. Вставляю иголку. И точно в этом же отверстии, чтобы спрятать узелок, куда-нибудь в любое место вывожу. Так, подтягиваем. Все, узелок здесь спрятался. Эти ниточки можно отрезать, подтянуть вот так. Все. Готово. Теперь будем пришивать рожки. Я добавила наполнителя в рожки, чтобы можно было придать форму. Вот здесь, где наши прибавки были, вот так вот нужно согнуть их. Берем иголочку. Теперь от центра головы отмечаем 1, 2, 3, 4 ряда. И ставим вот так вот иголочки между 4 и 5 рядом, где-то вот так вот, чуть вперед получается, на 2 петли. Затем отсчитываем вниз еще 2 ряда, 1, 2. И вот так вот начинаем пришивать. 1, 2. Так. Одну петельку на голове и одну на ушке. Ой, на рожке. Затем вот так наверх. Одну петельку сюда и одну на рожке. И вот так по кругу, по 2 петли. Здесь 2 петли, по бокам по 2 петли. И получится как раз у нас 8 петель. Сверху, снизу 2 петли и по бокам по 2 петли пришиваем на 2 ряда. Все вот так вот по кругу пришиваем. Все, я дошила до конца. Теперь делаем узелок, закрепляем, ниточку куда-нибудь выводим, подтягиваем, обрезаем. Вот так вот получилось. Вот. Второй рог пришиваем аналогично. Вот я пришила рожки. Теперь будем пришивать ушки. Так, берем ушко, отступаем от рожек 3 ряда. 1, 2, 3. И между 3 и 4 рядом ставим иголочки. Ставим на 4 петли. Вот так вот вниз. 1, 2, 3, 4. Получается между ними 2 дырочки. То же самое здесь. Отсчитываем 1, 2, 3 и ставим на 4 петли. 2 дырочки пропускаем и начинаем пришивать. Вот так вот берем, захватываем вот этот ряд. Получается 4 от рожек. И захватываем петельку на ушке. Затем вторую петлю и петельку на ушке. Так, сейчас вот так вот снизу. Так. Третью. На ушке. Втягиваем. 4. Здесь вот так вот
Пришили. Теперь вот эту последнюю петельку, в которую втыкали, так вот проводим назад до последней петли, подтягиваем, и у нас ушко вот так вот немножко поднимается. Так вот. Вот. Теперь здесь делаем закрепительную, узелок делаем. Так вот. Закрепляем и прячем внутри головы. И второе ушко пришиваем с этой стороны аналогично. Теперь будем пришивать ручки. Я беру ниточку, которую я вязала. Ну, если есть такого же цвета более прочная нить, хлопковая какая-нибудь или акриловая, можно взять другую. Отсчитываем от шеи 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Между пятым и шестым рядом ставим иголочку посередине ножки. То же самое здесь. Отсчитываем 5 рядов, ставим иголочку. И смотрим вот так, чтобы было ровно со всех сторон. Берем первую ручку, берем внутрь той стороной, где были убавки. Вот ее видно, вот так вот она сгибается немножко, и их видно, эти убавочки, где были. Отсчитываем сверху 1, 2, 3 ряда. И вот здесь вот, где посередине убавок, захватываем вот так 2 столбика и продеваем нить. Берем игрушку, рядом с иголочкой в следующую дырочку втыкаем иглу, вводим и выводим с этой стороны тоже рядом слева от иголочки. Убираем. Так. Вытянули. Берем вторую ручку тоже внутрь убавками. Так. Тоже отсчитываем 1, 2, 3 ряда. И за 2 петельки. Так, где тут у нас убавки? Вот так вот захватываем ниточку. И теперь с этой стороны пропускаем одну петельку и в следующую вводим иглу. И выводим с этой стороны тоже через одну пропускаем и выводим вот сюда. Так, подтягиваем все это. Теперь сзади с этой стороны вот эти ниточки связываем. И подтягиваем ручки. Смотрим, сильно затягивать не нужно, чтобы они не торчали, вот так слегка. Так. Потом еще один узелок делаем. Стягиваем хорошо. И теперь нужно в это же отверстие, из которого выводили, чтобы спрятались узелки, вводим иглу и выводим где-нибудь в другом месте. Так, и подтягиваем, чтобы узелок прятался. Теперь эту же вторую ниточку тоже вставляем в иглу. И тоже в это же отверстие обязательно, с которого выходили.
Вставляем иголку и где-нибудь выводим. Все, ручки закрепили, ниточки подтянули, можно обрезать. Вот так вот ручки мы прикрепили, они у нас двигаются. Свяжем хвостик. Я делаю первую такую скользящую петлю, оставляю, для того, чтобы потом сюда прикрепить кисточку. Далее провязываю 2 воздушные петли и буду хвостик вязать шнуром гусеничка. Провязываю в первую петлю столбик без накида, вот так вот разворачиваю вязание, и вот в эту вот боковую петельку провязываю столбик без накида. Пошла. Теперь опять разворачиваем и провязываю за 2 уже вот эти петельки столбик без накида. Расслаивается немножко. В принципе, в интернете очень много, и на ютубе есть видео, как связать шнур гусеничка. Можно посмотреть, потому что, может, здесь будет плохо видно. Наберите просто шнур гусеничка, и там будет, как его связать. Опять разворачиваем, за 2 петельки вот так захватываем. И опять провязываем столбик без накида. Прям сильно расслаивается ниточка. Сильно здесь затягивать не надо, чтобы он был такой косичкой. Опять разворачиваем, за 2 боковые провязываем столбик без накида и так далее. Так вот. И продолжаем вязать на нужную нам длину. В принципе, этот шнур многие знают, как вязать. Все, продолжаем вязать. Так, я провязала где-то 6 сантиметров. Думаю, этого достаточно. Еще будет там кисточка. Делаю соединительный столбик. Небольшую ниточку для пришивания вставляю и обрезаю. Теперь я отрезала несколько ниточек, 6 штук точнее отрезала, вот таких бледно-розовых. И теперь сделаю кисточку. Вот в это колечко, которое мы оставляли в начале, так, продеваем вот эти все ниточки. Так, наверное, даже так, наверное, проще будет просто продеть их в колечко, вытащить, вот так вот за серединку взять и в это колечко протащить все ниточки. Так вот. Затянуть узелок. Теперь это само колечко тоже подтянуть. Вот так вот. И отрезать эти ниточки. Так вот. Все. Теперь хвостик остается пришить. Отсчитываем где-то 1-2 ряда и посерединке вот здесь пришиваем хвостик. Вторую. На 2 петельки хватит, достаточно будет. Так, подтягиваем. Теперь переходим на эту сторону. Здесь ниточку закрепляем, делаем узелок,
Оттягиваем. И ниточку прячем. Все, вот так вот хвостик пришили. Все, наша коровка готова. Остается только ее одеть. В следующем видео встретимся, будем вязать ей платьице. Спасибо огромное, что были со мной. Всем пока!